Сыграем в сахарные соты? А давай. Что у тебя? Вот треугольник, а у тебя? Всем привет, я Анна Оськина, и сегодня мы сыграем с вами в игру и сделаем печеньки из популярнейшего сериала «Игра в кальмара». Ставь лайк, если нравится этот тренд, и подписывайся на мой канал, ведь впереди много интересного, а мы начинаем. И сначала я делаю коробочку из серебряной полимерной глины Фима. В сериале герои открывали эти коробочки и находили печенье с разными фигурами в них, которые нужно было аккуратно вырезать. Из тонко раскатанного пласта полимерной глины я вырезаю полоски. И накладываю эти полоски на круглую металлическую формочку. Можно наложить сразу несколько полосок, после чего отправляю все это запекаться. После запекания снимаю колечки. Очень аккуратно, чтобы их не порвать. С одной стороны смазываю кольцо гелем с жидкой пластикой и ставлю его на кусочек тонко раскатанной полимерной глины. Чуть-чуть прижимаю, чтобы оно будто бы приклеилось, и аккуратно вырезаю по контуру лезвием с острым кончиком. У меня получается половина коробочки, которую я отправляю запекаться. Я сделала 4 таких половиночки, но так коробочки закрываться не будут. Крышечки будут съезжать, поэтому нужно сделать дополнительное крепление. Гелем я смазываю внутреннюю часть коробочки и накладываю туда полоску полимерной глины чуть повыше, чем сама высота этой коробочки. Получается внутри коробочки небольшой выступ, который и не даст соскальзывать крышке. Аккуратненько прижимаю его к стеночкам коробочки и отправляю запекаться. И в результате я сделала 2 таких дна и 2 крышечки, и их можно закрыть, и они уже не будут съезжать друг от друга, и будет реально закрывающаяся хорошо коробочка. А так как она серебряного цвета, то она очень похожа на металлическую. Для печенья я беру бежевую и желтую полимерную глину Фима. В бежевый цвет я добавляю капельку желтого и перемешиваю. Желтый очень насыщенный цвет и очень быстро окрашивает. Поэтому здесь нужно не переборщить. Я раскатываю тоненький пласт и накладываю его на стекло, после чего вырезаю печеньки. Вырезаю той же формочкой, на которой запекала коробочки. И обратите внимание, я вожу формочкой, чтобы образовались небольшие бортики по краям печенья. Сложность игры в сахарные соты заключается в том, что печенье очень хрупкое. И нужно вырезать фигурку, не повредив ее, иначе ты проиграл. Поэтому чем более детальный рисунок будет, тем сложнее это сделать. Щеточкой я делаю фактуру печенья и инструментом немножечко прорабатываю бортики, чтобы они более четко читались. Чтобы сделать рисунки фигурок, можно использовать маленькие формочки. Для этого достаточно просто немножечко продавить форму, и все, рисунок готов. В данном случае треугольник – это самая простая форма. Ну а зонтик, конечно же, очень сложный. Но если у вас нет таких форм, то можно совершенно спокойно нарисовать ее просто от руки спицей, либо воспользоваться каким-нибудь бумажным шаблончиком. Например, у меня не было формочки зонтика, и я просто нарисовала его иголкой. Теперь печенье нужно немножко тонировать. Я крашу сухую художественную пастель, тут же рядом на стекло, и пушистой кисточкой аккуратненько припудриваю все печеньки. Они приобретают более румяный и более реалистичный вид. И после этого я отправляю их запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов, но после запекания снимаю их со стекла. Так как это сахарное печенье, по сути это даже карамель скорее можно назвать, то я покрываю их лаком, чтобы они были более блестящие и аппетитные. И когда лак высохнет, можно положить их в коробочки. И, конечно, я рисую фон для этой игры. В сериале он представляет собой милые облачка, будто бы нарисованные детьми. Облака на светлом синеватом неоднородном фоне, который я решила сделать пастелью. Я просто крашу пастель, а потом растушевываю все большой пушистой кисточкой. Ну или можно сделать это руками, прямо повозить руками по всей этой поверхности. Руки, конечно, после этого просто класс, обязательно нужно помыть. Ну а сами облачка я рисую гуашью. Беру другой оттенок синего и смешиваю его с белым цветом. И рисую просто форму облачков. Здесь можно взять большую кисточку и большими мазками просто сделать эту форму облаков. Здесь не нужно слишком прорисовывать, помним, что это будто бы детский рисунок.
И когда я нарисовала все облачка, когда они подсохли, я обвожу все это просто одним однотонным синим цветом, тонкими линиями, кисточками. Тоже не сильно стараюсь, потому что должно это выглядеть как детский рисунок. И фон для этой игры готов. Ура, у меня получилось! Блин, зачем я эту игру предложила? И в результате у меня есть коробочки и печенье, сахарные соты из дорамы «Игра в кальмары». Они получились очень милые, несмотря на то, что сериал, мягко говоря, довольно жесткий. И теперь Барби смогут сыграть в эту необычную игру. Ставь лайк, если понравилось, подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я желаю тебе творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новой встречи в моем новом видео!